Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, таро прогноз, гороскоп. События на пороге декабря. События ближайших 2 недель декабря. Давайте узнаем, что подскажут карты. И будем, конечно, мы реалистами, а вы-то как раз реалисты, потому что второй прогноз не расскажет о личной истории, перипетиях каждого из нас. Но я надеюсь, какой-то пазл у вас сложится или подсказки определенно будут для вас. Может быть, сумеете проиграть какую-то свою историю, просчитать на пару шагов вперед. И если планетарно, вот эти первые 2 недели, важный период, 4 числа Венера в вашем знаке. И это вопросы любви, личных отношений, отношений в паре, когда есть возможность совершить важные разговоры, проговорить, не додумывать что-то, а глядя в глаза собеседнику, узнать, что он на самом деле думает по тому или иному вопросу. В целом это способствует как и большей откровенности, так и большей искренности. И дважды это будет важно. Почему? Потому что 12 числа новолуние в Стрельце. Стрелец — страстный знак. И это оптимизм наш. И мы как раз уже где-то 11 числа можем чувствовать эту энергетику. И будем избавляться как от ментального мусора. Выметать будем пессимизм из своей жизни. И сама по себе энергетика Стрельца — это жизненная сила. И мы захотим сосредоточиться уже на своих желаниях до конца года. Конечно, 13 числа еще Меркурий у нас в ретро-движение уходит и пробудет в ретро до 2 января. Могут быть задержки, как и отчасти с финансами, или какая-то разрозненная информация может приходить. Но это так в целом, планетарно. Давайте, что нам карты скажут. Первую карту мы достанем. Что придет? А что уйдет? С чем мы простимся? 3 важных события для вас. Первой половины декабря. Первое. Может быть, с чем придется столкнуться или чему вы будете уделять внимание. Итак, что же придет? Праздник после победы. Шикарная карта, она сама по себе не только про победу. И в этой колоде у нас семья. Поэтому здесь сразу благополучие само по себе во всех сферах жизни, баланс, якорь. Это как суметь договориться с нашими близкими, если прежде были какие-то шероховатости в отношениях. Для кого-то из вас это праздник, если мы говорим про победу, может быть, дела, работа, бизнес или какой-то финансовый проект. Вообще по всем сферам жизни установить какой-то баланс и прочувствовать вот это счастье, остроту момента или быть довольным собой. Вообще сам по себе, как будто уже по первой карте, благополучный период вот этих первых 2 недель декабря, когда будет так, мои дорогие скорпионы, как вы этого хотите. Но я люблю эту карту за то, что как бы нет неожиданностей, у вас все под контролем. Ну давайте, тем не менее, мы любопытно идем дальше. А что же уйдет? Будьте внимательны с деньгами, потому что, правда, могут задерживаться деньги. 8 пентаклей — одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Но вот, может быть, с финансами мы не должны просчитаться, понимаете? Вторая половина декабря, если мы говорим ретро-меркурий, могут быть задержки с выплатами какими-то или приходом денег. Могут быть электронные, точнее, сбои в электронных системах расчета. Вот здесь что-то нужно будет для вас просчитать. По 8 пентаклей у кого-то из вас запланированная смена сферы деятельности или какой-то вашей работы. Может быть, какая-то прежняя история по поводу ваших амбиций или каких-то честолюбивых планов тоже будет меняться. Вы увидите в другом ракурсе, захотите что-то новое попробовать, или это будет означать новая должность. Как будто вы по этой карте, кстати, 8 пентаклей, она означает часто, как мы переходим на другой уровень. Это прогресс по части работы, и как и новые должности по ней проходят. Как будто мы сейчас уже профи, но строим свою стратегию и переходим к большим возможностям. Про карьере бы я или способом заработка точно уделила в первые 2 недели внимания. Давайте мы
Спросим важное событие, да, возможности. Тройка жезлов – это всегда возможности и карта прогресса. Это тот самый якорь где-то, как и по четверке жезлов, но это мы когда с вдохновением смотрим в будущее. Человек, показанный на карте, повернулся спиной уже к прошлому. И да, пока действий как будто он не предпринимает. Видимо, для вас это тоже будет важно. Не тормошите, не ускоряйтесь где-то. Когда выпадает четверка, это в принципе какой-то скоростной режим. Лучше, ну, так не провоцировать судьбу. Как и в делах, так и в вопросах личной жизни. Где-то так вот на спокойных каких-то энергиях вам у вас получится, как и договориться, как и обсудить какие-либо вопросы. Больше, может быть, подметить особенностей данного периода. А когда мы не торопимся, мы, правда, часто подмечаем те вещи, которых бы не заметили, когда пронесемся на полном скаку. Вот не тормошите себя, не торопите. Вот этот период для вас чем-то важен, на будущее, именно на будущее. А сейчас как будто нужно определиться. Вот на этой карте стоит человек, и он как будто ожидает, когда корабль зайдет в гавань. Он обдумывает. Может быть, он и не на этом корабле поплывет, а на другом каком-то. Но он уже точно знает, что назад дороги нет. Вот какая-то такая интересная ситуация у вас может быть. Давайте, чего-то она может касаться. У кого-то, опять же, заработки, работа или личная жизнь. Давайте спросим, чем дело кончится? Уверенностью, построением планов на будущее. Королева Пентаклей. У кого-то это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Почему нет? И вы будете вместе строить планы на будущее. Вообще по этой карте сбываются наши мечты. Вот тот райский сад, среди которого находится королева Пентаклей, она создала своими руками. Отчасти в этих энергиях приглашают вас где-то быть. И правда, у вас это получается. А может быть, вы со своим любимым человеком будете решать вопросы, кстати, переезда, смены места жительства или какие-то сами по себе ваши планы. Отчасти у кого-то может проиграться семейный даже бизнес или возможности заработка. Но уверенность, надежность, вот все то, что дает нам, наверное, новое качество жизни и интерес совершенно другой. Давайте мы посмотрим, чем же сердце успокоится. Стабильности карта. Поэтому чем дело кончится? Усилением стабильности и стабильными планами на будущее. Вот прямо так. И все под контролем. По этой карте королева Пентаклей всегда надеется сама на себя. Итак, чем сердце успокоится? А тут, правда, какой-то может быть новый финансовый проект. У кого-то это может быть решение вопросов, связанных с детьми, подросшими даже детьми. И, может быть, вы будете кому-то помогать, вполне вероятно. Или все то, что я говорила по королеве Пентаклей, эта карта дополняет. Потому что по пажу Пентаклей это, правда, какой-то прогресс, вот как и по тройке жезлов. Это наши перспективы, которые, видимо, вырисовываются с учетом того, что вы уже сейчас сделали, достигли или вашего статуса на теперешний момент, на начало декабря. И замечательно то, что перспективы для вас, мои дорогие скорпионы, прекрасны по части заработков точно. Или переездов, или укрепления, допустим, вашего благосостояния, благополучия, изобилия, процветания. Вот в эту тему все со знаком плюс. Совет от карт давайте достанем. Правда, радуйтесь жизни. Для кого-то из вас могут проиграться отношения, когда вы были со своим партнером даже на расстоянии, и теперь вы будете планировать, как съехаться. Может быть. Для кого-то из вас по шестерке кубков, вообще, если это в карте совет, уделяя внимание тому, что искренне, надежно, то, что на долгий период. И сама по себе эта карта, как людей, которые нас любят, которые к нам относятся, знаете, с открытым сердцем, не пытаются нас перестроить под свой лад или где-то так прогнуть под свою ситуацию. Нет, абсолютно взаимопонимание и взаимодействие, которое приносит радость. Вообще волшебно, можно так сказать. Какие-то позитивные моменты. Ух ты, второе событие. Карта колесницы, старший аркан. Правда, у кого-то может проиграться, как может быть, поездка и недалеко, и планы на осуществление далекого переезда.
По старшему аркану колесницы нам говорят, отпускай все прошлое. Вот, наверное, не случайная тройка жезлов первая выпадает вам. И принимай все то, что приходит на твой порог. В этой колоде карт это больше нам про удачу, про успех, но благодаря тому, что мы не пытаемся удержать то, что уже отжило. Вот в этом, наверное, главный смысл. И быстро реагируем на те возможности, которые дает нам жизнь. Что-то вы не сможете в первые 2 недели декабря отложить на потом. Может быть, поэтому нам карты и говорят, не ускоряйся отчасти. Вот человек у нас никуда не торопится. То само пространство, время, вселенная, судьба. Был какой-то период, допустим, вот за эти первые 2 недели, который был достаточно спокойный. Или вам казалось, что да ничего не происходит. И в какой-то момент времени все приходит в движение, и вам придется либо куда-то поехать, либо на что-то откликнуться, либо по какой-то теме, ну, взаимодействие проявить. Ведь это старший аркан, и проиграться может как угодно. Правда, тут и незапланированные какие-то могут быть поездки, перемещения. Хотя у кого-то банально, мои дорогие скорпионы, смена вашего авто. Ну, не у всех, конечно, безусловно, но иногда старший аркан колесница проигрывается, когда мы меняем машину. Такое у кого-то тоже может быть. Чем же дело кончится? Давайте узнаем этот старший аркан. С чем вы можете столкнуться? Ваша карта. И короля кубков отличает, что он умеет плавно переключаться между двумя энергиями. Первое – это личная жизнь, вопросы любви. Там, где нужны чувства, взаимопонимание, ласка, внимание к партнеру. Это одно. Но когда вопросы более рациональные, дела, работа, бизнес, деньги, он умеет отключить эмоции, чтобы они не мешали принятию решений. Вот, видимо, и вам придется, в принципе, первые 2 недели переключаться с вопросов любви на какую-то материальную конкретику. Как будто чем дело кончится. Не кончится, тут что-то продолжается, тут только начинается, я бы сказала. Чем сердце успокоится, карта... Правда, по материальным вопросам у вас тут может что-то кардинально измениться. И все то, что я говорила по 8 Пентаклей, как получение новой должности, пусть это не произойдет даже в самом начале декабря. Значит, где-то на последующий период с такой, знаете, хорошей, твердой точкой и уверенностью вы можете себе словно изменить качество жизни. Ведь это карта самодостаточности. Сердце успокаивается как и наличием финансов, так и у меня получается какой-то проект, и я все держу под контролем. Правда, финансовая составляющая для вас или работа может измениться. Не совсем эта карта, или точнее совсем не про любовь, но про вашу очень сильную позицию. Итак, карта совет. Давайте узнаем. Отдыхайте. Видимо, будет очень важно чего-то не упустить. Помните, мои дорогие скорпионы, уставшие люди делают ошибки. И поэтому не перегружайте себя сверх меры. И по этой карте нам говорят, бросите 10 жезлов. Конечно, с одной стороны, хватит сил, как физических, так и эмоциональных, выдержать. Но когда мы чересчур устали, мы перестаем подмечать какие-то мелочи. А для вас как будто мелочей нет, потому что вот все же паш Пентаклей. И здесь у нас продолжается тема денег, заработков или ваших каких-то честолюбивых планов, амбиций. Может быть, это и переезда или личных отношений. Так тоже как будто нужно все контролировать. Если мы чересчур устали или включаемся в какую-то многозадачность, или пытаемся помочь всем. Правда, ваш знак отличает именно умение, засучив рукава, приступить к какому-то вопросу. И бывают такие обстановки или ситуации, когда люди теряются. Но только не скорпион. А тут как будто нужно чем-то своим вам заниматься. Даже из лучших побуждений кому-то помочь. Вы себя не должны обесточить. Вот как-то так. Третье событие давайте посмотрим.
Ну, может быть, задержка денег, должна сказать. Но и если мы говорим про ретро-меркурий, но и все же у нас семерка пентаклей – это карта дерева, поэтому деньги будут. Но даже если день другой или в силу каких-то обстоятельств или причин, когда не подписали документ, не сработала вот как раз какая-то электронная система расчетов. Все же дерево – это корни, это надежность, это уверенность, это какой-то прогресс. И я так думаю, для большинства, с учетом предыдущих выпавших карт, это та надежность, как в вашей финансовой стабильности, в ваших планах честолюбивых, которые действительно с прогрессом будут развиваться. И вообще в завтрашнем дне давайте мы с вами узнаем, чем дело кончится. По семерке пентаклей. О чем, может быть, пояснят нам карты, что это может быть за ситуация у каждого со своими нюансами. Итак, чем дело кончится. Ну, по рыцарю мечей, знаете, хладнокровие, выдержка должна быть. Почему? Здесь вы можете столкнуться первое с человеком, который вам, например, преподносит какой-то проект, как какую-то сумасшедшую идею, которая принесет прибыль. Второй момент – это когда человек настаивает на своем, и у него сложный характер. И первый и второй случай нам говорят, держись с позиции стороннего наблюдателя. Потому что, с одной стороны, не все то золото, что блестит, и тебе обещают. И по этой карте очень хорошо, когда мы ищем информацию, докапываемся до сути буквально. Ну, а второй момент, когда мы не участвуем в каком-то деле, вопросе сразу же, да, может быть, и выглядит что-то заманчиво, но не тратим силы попусту, понимаете? И, с другой стороны, не увеличиваем дистанцию, знаете, холода во взаимоотношениях. Если мы сталкиваемся с людьми, бывает такая категория, которым всегда плохо. Ты им как 1000 раз хорошо не сделай, ему все равно будет плохо. И это вот такой склад характера, специфика человека. И нам говорят, не пытайся что-то доказать или просто по-хорошему объяснить. Как будто все бесполезно. Правда, позиция стороннего наблюдателя просто идеальна. Или вам, может быть, нужно перед тем, как принять важное решение, узнать, как в вашем отношении, именно в отношении вас будет работать закон, какое-то положение или какой-то параграф, может быть, закона. Не делать ничего на авось. Вот и такой момент тоже будет важен. Чем сердце успокоится? Ну, деньги будут, ваша позиция. Вот, наверное, если будете себя страховать, мои дорогие скорпионы, не включаться в чужие вопросы, не пытаться идти на поводу у каких-то, ну, пусть даже заманчивых проектов, а по сути, которые за собой не имеют никакой основы, или не будете откликаться на, знаете, искателей правды, борцов без причины, то сохраните собственную энергию, собственный статус, удовольствие от жизни, прекрасное настроение. Ну вот как будто так. Видимо, есть риск. Люди разные, мы их не отменим. Вот соскользнуть во что-то не то, риск есть. Но все равно, если мы говорим, чем сердце успокоится, король Пентаклей – это который создал себя сам. У вас очень интересно. У кого-то проиграется, словно вы в других энергиях, более прагматичных. И кто знает, у нас королева Пентаклей и король Пентаклей. Может быть, какая-то ваша личная история, даже для тех, кто сейчас один или одна, с учетом карты Колесница. Ну, может быть, пошли решать вопросы, касаемые ваших деловой какой-то сфере или тех дел, которые вы себе наметили, ваших идей, планов, и случайно встретили человека, который близок по духу, почему вот я и говорю. Но, опять же, это сильная позиция, когда все под контролем, когда надежда на самого себя и когда, в принципе, ничто не нарушит, как и вашей уверенности и дальнейшего изобилия, процветания. Пусть нам карта не говорит, что это будет в течение первой половины декабря. Это где-то на будущее. Но, видимо, с чем-то, как и разобраться, так и для себя самого заложить основу собственного успеха на последующие годы. И правда, 24-й год для вас, ну так, планетарно очень удачен. Видимо, где-то вы уже на начало декабря можете
вот эти планы строить. И даже нужно, как будто, потому что 4 жезлов это уже какой-то итог. И пора переходить на другой уровень. Давайте карту совет. Все то, что я сейчас говорила, у вас сильная позиция дважды. И по карте сила страстная вроде бы выглядит карта, но нам говорят все же больше позиция серого кардинала, увы. У карты силы такая же энергетика, как у карты мага. И правда, позиция со стороны, когда мы можем со всеми договориться, когда мы свою какую-то теорию не продавливаем, и это нам дважды, трижды сыграет потом в плюс, когда сумеем обойти острые углы и, в принципе, вот укрепить свои позиции для вас задача номер один. И вам само пространство, Вселенная будет помогать, ведь это старший аркан, мои дорогие. И какие бы ни были тут, например, задержки, или какие люди бы вам не встречались на пути, это все как будто не важно. Важно то, что вы на самом деле думаете, то, чего вы хотите достичь, и какие вы планы, отталкиваясь от вот той имеющейся реальности, строите на будущее, как будто все получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие, правда, для вас финансы и любовь. Вот как будто две сферы, которые наиболее актуальны могут быть в первые 2 недели декабря. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие скорпионы.